Привет всем! Продолжаем решать задачи. И сегодня у нас тоже не совсем обычная задачка, не по порядочку мы пойдем. Это задача 285 костер, которая один из подписчиков попросил решить. Чем мы сегодня и займемся. В чем суть этой задачи? У нас есть n поленьев. Нам известно, сколько каждое полено горит минут. Нам необходимо поддерживать костер ровно m минут. Соответственно, нам нужно понять, можем ли мы поддерживать костер ровно m минут так, чтобы все поленья прогорели. Как решить эту задачу? Необходимо определить время минимальное, которое может гореть наш костер, и максимальное. Минимальное понятно, да, мы берем самое толстое полено, вот оно горит у нас, допустим, 5 минут. Значит, меньше, чем 5 минут мы костер никак не сделаем. Если мы все поленья подожжем одновременно, они будут гореть вот 5 минут. Максимальное же время у нас будет, если мы каждое полено будем подкладывать по очереди, там только у нас должна быть пересечение 1 минута. Да, то есть 2 плюс 3, как бы минус 1 минута, которая они пересекаются, плюс 5 тоже минус 1 минута, на которой они пересекаются. Вот. Ну и в конце проверяем, если у нас m больше, чем минимальное время, которое может гореть костер, больше или равно, да, и при этом меньше или равно максимальное время, которое может гореть костер, то значит все окей. И мы выводим yes. Давайте попробуем этот алгоритм реализовать. Что нам понадобится? Значит, n, m, понятное дело. Давайте так еще назовем. Значит, t-max, то есть максимальное время, которое может гореть костер. T-min, минимальное время, которое может гореть костер. И p, пусть будет у нас полено переменная. Вводим n. T-max присваиваем. И, кстати говоря, T-min тоже присваиваем нулем. Инициализируем нулем. Запускаем цикл i от нуля, i меньше n, i плюс плюс. Вводим очередное полено p. Теперь проверяем. Для того, чтобы найти минимальное время, которое горит костер, да, мы как бы ищем самое толстое полено. То есть, если p у нас больше, чем t min, то t min присвоить p. Чтобы найти Tmax, мы просто к Tmax последовательно прибавляем время горения каждого полена. Вот. Но единственное, что в конце мы должны из Tmax вычесть вот эти пересечения, то есть n-1 вычесть. Все, теперь проверяем, да, финальная проверочка у нас. Если наше время m, которое должно, кстати, мы его не ввели, m. Если наше вот это время m, которое должен гореть наш костер, оно больше или равно минимального возможного времени, и при этом оно меньше или равно максимально возможного времени, то значит оно нам подходит. В таком случае мы выводим yes, иначе мы выводим no. Так, ну все, давайте протестируем. Давайте протестируем. Так, запускаем. Какой-нибудь примерчик сейчас вставим. Ну, вот, например, вот этот. У нас тут должно получиться yes. Действительно yes. Ну, давайте попробуем отправить. Копируем. Вставляем. Отправляем. Все, решена задачка. Задача не суперсложная, да, на 24%. Мы бы, кстати говоря, к ней бы с вами и так скоро пришли, потому что мы сейчас находимся на 3-й странице, а эта задача, мы бы и так к этой задаче пришли бы через буквально 5 задачек. Ну вот сделали ее чуть раньше, а тогда уже в следующем видео пойдем опять дальше по порядку решать задачу с нового Фибоначчи. Всем спасибо за внимание, скоро увидимся, пока-пока.